Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали на статую Будды. Я не совсем знаю, как называется это место правильно, но вот мы только что приехали. Сейчас будем разбираться, что где и куда. Вот смотрите, какая красота. Пагода. Все, мороженое взяли. Так, ну вроде мы разобрались. Идти нужно туда. Сейчас посмотрим, что и как. Погода хорошая сегодня, как обычно. Солнце, лето. Так, нам туда. Ну, смотрите, всякие статуи интересные. Не, вот здесь солнце печет прям сильно. Даже глаза открыть не могу. Вау, вот это вид на город. Зацените. Вот так вот с утречка каждый день туда-сюда ходить, зарядка будет вообще обалденная. Так, здесь что? А, сама статуя. Слушайте, статуя очень огромная, прям гигантская просто. Надо водички попить. Прям сушит очень сильно. Фу. Слушайте, классный вид здесь вообще. Вот видно тот остров. Название не помнишь этого острова? Я даже не помню. Вот на тот остров хочу сгонять, потом сплавать. Как-нибудь, да? Сплаваем туда. Кругом бонсай. Прикольно сделано. Очень красиво. И вот Будда. Пойдем прогуляемся, посмотрим, что с той стороны. Тут какой-то вроде бы сад, аллея. В общем, зашли мы в храм, одели вот такие штуки на нас, потому что нельзя с открытыми ногами, с открытыми коленками. Разулись. Ну, сейчас ходим, смотрим, что здесь. Ребенку можно, да, так вот? Ну что, как нравится? Красиво, да? Да. Вышли на улицу. Слушайте, ну очень круто, красиво там, и атмосфера интересная. Мне понравилось. Я вон водички захотела попить. Сейчас мама тебе даст, иди.
Вот, а здесь такой сад деревьев бонсай. Очень красиво. Все в восточном стиле, как полагается. Полный дзен. Так, ну что, собираемся в сторону дома. Сегодня жарко очень сильно, и надо сюда ехать либо вечером, либо в другое время года. Фу. Ну что, вот мы приехали до дома. Мои остались в номере, ну, в квартире. Там что-то готовят. А я решил прогуляться немножко. Солнце ушло. Вот. Сегодня на этом храме было прям очень жарко. Очень жарко. Сейчас полегче стало. Вот, пойдем по району, прогуляемся. Да, еще вчера мы ездили в миграционный центр. Ну, соответственно, там что мы? Ну, подали все документы. Чувак, который все это делал, принимал бумажки, он вообще ни по-английски, ни по какому не говорит. Вот. Ну, прикольный мужик такой, улыбается, пальцем показывает. Вот это дайте мне, подпиши вот здесь. Ну и так далее. Вот. И 1 числа уже все будет вроде как готово. Это уже сколько? Сегодня у нас какое? Я уже не помню. 29-е. Ну вот через пару дней. Виза будет на 3 месяца. Посмотрим, одобрят, не одобрят. Документы наши у них уже, паспорта. Я думаю, все будет хорошо. Все получится. Да, вот так вот местное население, то есть, живет. Слушайте, довольно чисто. Буду повторяться всегда. Потому что каждый второй думает, что здесь будет грязь и так далее, но нет, здесь очень чисто. И вот посмотрите, прачечные вот такие. По поводу зарплат у местного населения я не знаю, сколько это все. Но учитывая то, что я вижу, постоянно хожу, смотрю, у людей есть все, ну, все, что нужно, да, для такого среднестатистического современного человека. То есть и средства передвижения, квартира, дом, порядок, да, соответственно, в домах у многих телевизор, техника новая, заряженная кухня, там все оборудование в квартире. Причем дома на семью и по 2, и по 3, и по 4 этажа бывают. Так что люди же живут нормально здесь, абсолютно. Да, вот здесь вот новый ресторан строят, открывают. Морепродукты. Тут уже вот аквариумы проклеили, залили водой, чтобы герметик проверить на прочность уже. Ну вот будет такой вот огромный ресторан с морепродуктами. Вот там, кстати, дальше есть еще один, который работает. Там очень большой выбор морепродуктов. И, соответственно, каждый вечер там очень много людей, все покупают, выбирают морепродукты, и прям там же в ресторане им все это готовят. То есть и лобстеры, и улитки, и моллюски различные, да. На любой вкус и цвет. Даже мурена есть. Вот сейчас мы будем мимо него проходить, я вам его покажу. Соответственно, вот он рынок этот. Вот тут дальше ресторан. Вон, посмотрите, какие крабы. Камбала. Лобстеры. Огромные просто. Даже скаты есть. Там крабы огромные вон. Вот, но по ценам здесь дороговато, конечно. Мы уже общались, узнавали. Вот, женщина, у которой мы снимаем квартиру, она очень хорошо говорит по-русски, она жила в России. Вот, мы с ней пообщались, и она сказала, что здесь очень дорого. И лучше идти на какие-то, ну, небольшие рынки рыбацкие. И там будет намного дешевле. Ну, это логично, я думаю, да, потому что здесь все-таки центр, движухи много. Вот он ресторан, вот здесь вот все это можно приготовить и съесть.
Вот, и, соответственно, цены такие же, потому что центр, сами понимаете, да? Вот этот звук с диктофона. Тут ездит один чувак по району на мопеде, он что-то продает, то ли какие-то там, не знаю, булочки, то ли какие-то закуски. И вот этот звук, он такой громкий, особенно ночью, когда спишь. На весь район слышно, как он вокруг района ездит. И всю ночь вот это вот его голос, вот эта запись по мозгам. Но потом привыкаешь нормально. Так, а вот здесь стройка какая-то, скорее всего, будут опять комплексы, какие-то отели строить. Потому что первая линия пляжа, как видите, вот все в высотках. Это все отели. Вон там стройка. Но очень хорошие виды с этих окон, сами понимаете. Особенно для туристов, которые приехали, заселяются в отели. И, ну, просто бомба. Вот представьте, да, вот вы там на 20 этаже и вот такой вид. Там уже океан открытый. Тут, кстати, вон там надо будет попробовать. Пицца в травяной печи готовят ребята. Интересно попробовать, насколько это вкусно и круто сделано. Потому что мы были в Ханое в одном месте. Там была одна пиццерия. Мы решили попробовать все-таки, как в Азии пиццу делают, да? И знаете, что я скажу? Очень круто на самом деле. Тесто мягкое, правильно сделанное. Ну, бомба просто. Вот мы заказали с курицей терияки и с водорослями. Это что-то. Вообще крутая пицца, просто крутая. Вот здесь надо будет тоже попробовать. И еще по поводу крабов. Я как-то в одном видео, да, в прошлом снимал на пляже крабов. Ну и что скажу? Пробовал раза 3, наверное, их ловить. Ну, получается только маленьких вот таких вот, там, с монетку. А что-то покрупнее, оно либо очень быстро бегает, либо в норах очень глубоко. Выкапывали, пытались. Но яма такая, что там, не знаю, 2 метра, наверное, он зарывается. Достать его очень сложно из песка. Еще вот такие вот ребята ездят на мопедах. Вон сзади. У них они продают там дурианы, еще что-то там. И один раз тоже попробовали, решили купить дуриан. Сели в кафе на улице. Вот, нам порезали, все сделали. Ну что я скажу, не мое, ребят. Вообще не мое. Причем то, что все говорят, что да, он воняет. Ну, такое есть. Но вонь не самая главная проблема оказалась для меня. А именно текстура. Сама текстура вот этого фрукта, она, ну, те, кто не пробовал, что я могу сказать, она, наверное, похожа на какую-то пережеванную, очень мягкую субстанцию, склизкую такую. Для меня очень мерзко. Наверное, знаете, на что похоже? Мозги отварные, либо мозг какой-нибудь там, мозги в темпуре. Вот такое что-то, слизкое, мягкое, такое сладкое. На любителя вообще штука. Вот, в общем, я попробовал пару штучек, обглодал, и отдали мы девчонкам рядом за соседним столиком. Они с большим аппетитом это съели и такие: спасибо, спасибо. Видите, на вкус и цвет. Вот. А так, на самом деле, тут тоже вот общался, многие вьетнамцы тоже не понимают этот фрукт. Ну, видите, на вкус и цвет все это. Вон огород. Люди там что-то сажают, собирают. Вот видите, люди сами убирают свои дворы. Нету никаких ни дворников, ничего. Сами живут, сами выходят, убирают. И вон мусорки стоят. Все прекрасно. Детишки резвятся. Вот китайские тачки. Очень круто делают, на самом деле. На экспорт в Европу я таких не видел. Очень много всякого стритфуда на улице. Но не всегда и не везде это вкусно.
Вот, допустим, сколько мы из 10 заведений, где мы ели, вкусно было, например, в 2 или в 3. Но это, я считаю, нормальная такая статистика. Она везде. И зависит это не от региона, где ты ешь там, да, это зависит напрямую от людей, которые это готовят. С каким настроением это готовится, вкусом, да. Если у человека нету чувства вкуса, то какая там может быть еда? Ну, я знаю, о чем говорю, потому что я сам проработал. Hello. О, ребята веселые. Потому что я сам проработал больше 10 лет в ресторанной сфере и, ну, в различных сложностей, форматов, различной кухни и так далее. Но это не важно. Так вот, это есть везде. То есть кто-то просто забивает на свою работу и делает ее тяп-ляп. То же самое здесь тоже бывает. Опа! Парковка здесь вообще бомба. Вот заправка местная с мопедами. Ну что, мы выдвигаемся в сторону дома. Дома ждет ужин. Поедим дома сегодня. Вот, а так, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Или не ставьте лайки. Дело ваше. Увидимся через пару дней. Всем пока.